Ночной перелет премьер-министра Армении Никола Пашиняна из Германии в Россию неожиданно превратился в эпизод, который многие в Ереване и Москве уже называют политическим знаком. Самолет главы армянского правительства, завершившего важные переговоры в Гамбурге и подписавшего с Германией новый пакет межправительственных соглашений, приближался к российской столице, где Пашинян должен был участвовать в заседании Евразийского межправительственного совета. Однако ожидаемая посадка так и не состоялась. Борт почти час кружил над Тверской областью, но разрешение на посадку так и не поступило, что в итоге привело к неожиданному решению. Самолет направили в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. Официально причины произошедшего объясняют техническими обстоятельствами и общими мерами безопасности. В российских СМИ сообщают, что в тот момент московские аэропорты приостановили выполнение рейсов на 7 часов из-за угрозы со стороны беспилотных летательных аппаратов Украины. Но именно в том, как разворачивалась ситуация, многие увидели нечто большее, чем просто формальный протокол. Пашинян сам подчеркивал, что его поездка из Германии в Россию – часть сбалансированной внешней политики, и что отношений с Москвой он не избегает. Однако, когда борт премьер-министра союзного государства вынужденно меняет маршрут, а информация о его задержке появляется на фоне очередных тревожных новостей, это неизбежно порождает вопросы. После вынужденной посадки в Санкт-Петербурге и уже по прибытии в Москву, Пашинян выложил в своем телеграм-канале короткое приветственное видео, которое сразу стало обсуждаемым. В ролике премьер стоял на фоне здания, которое в советское время являлось главным корпусом КГБ СССР, а сегодня – центральной резиденцией ФСБ России на Лубянке. После демонстративного кадра на здание Пашинян сложил пальцами рук сердечко и показал его подписчикам. При этом сам Пашинян часто критикует структуры бывшей КГБ, поэтому этот жест можно рассматривать как иронический сигнал. При этом важно отметить, что даже если жест иронический, в Армении значительная часть людей по-прежнему считает Пашиняна любимчиком Путина, аргументируя это тем, что если бы президент России захотел, Пашинян давно не был бы главой правительства страны. Дополнительное напряжение добавила и странная публикация в телеграм-канале, который считается приближенным к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову и регулярно получает от него эксклюзивные комментарии. В тот момент, когда глава правительства Армении прибыл на территорию России, этот канал опубликовал комментарий. С Пашиняном на церемонии встречи никто обниматься не стал. Подобная формулировка, особенно исходящая от человека, чья коммуникация согласована с высшим политическим руководством, вызвала закономерное недоумение. В дипломатической практике такие намеки не появляются случайно, особенно в разгар сложного периода в отношениях между странами. И если бы все ограничилось только этим, ситуацию можно было бы списать на неудачную фразу или эмоциональный комментарий. Но почти одновременно с прибытием Пашиняна в Москве начался многолюдный митинг у посольства Армении. По разным данным, от нескольких сотен до тысячи человек собрались с плакатами, лозунгами и обвинениями в адрес армянского правительства. Среди участников были священнослужители, представители армянской общины России, общественники и даже бойцы СВО армянского происхождения. Протестующие требовали освободить арестованных в Ереване священнослужителей и Самвела Карапетяна, обвиняя Пашиняна в давлении на армянскую апостольскую церковь. Российские федеральные СМИ активно освещали акцию, подчеркивая ее массовость и подавая происходящее как мощный протест диаспоры против нынешних властей Армении. В армянских провластных телеграм-каналах это сразу назвали постановкой. Их реакция была жесткой. Они утверждали, что протест якобы был организован российскими структурами, что людей на акцию согнали, что лозунги звучали заранее подготовленные, и что все это было направлено на усиление давления на Ереван в момент, когда Пашинян прибыл с европейского визита. Отметим, что вчера на заседании ЕАЭС Оверчук прокомментировал заявление Пашиняна о стремлении Армении вступить в ЕС. Вице-премьер Алексей Оверчук заявил, что вопрос о европейском курсе Армении лучше адресовать самому Пашиняну.
При этом он отметил заметное сокращение товарооборота между Россией и Арменией с 12,4 миллиарда долларов в 2024 году до примерно 6 миллиардов в 2025. По мнению экспертов, нужно учитывать, что Россия такая страна, где ни один случайный чиновник не может просто высказываться о другой стране. Все действия и заявления строго курируются сверху, начиная от спецслужб, отвечающих за внешнюю политику, и заканчивая президентом. Для политических аналитиков и специалистов по внешней политике это не новость. На этом фоне вынужденный полет в Санкт-Петербург, прохладный информационный сигнал от телеграм-канала, который считается близким к пресс-секретарю Кремля, необычное видео Пашиняна на фоне здания бывшего КГБ и демонстративно-активное освещение митинга в Москве сложились в единую картину, которую многие в Армении восприняли как политическое предупреждение. В армянских телеграм-каналах уже пишут, что лучше было не лететь, что этот инцидент – знак, и что Москва таким образом напоминает о последствиях перераспределения внешнеполитических акцентов Еревана. При этом некоторые аналитики отмечают, что напряженность усилилась и из-за все более тесных контактов Армении с европейскими странами, а также подписания новых соглашений с Германией. На фоне охлаждения политического диалога Москва стремится продемонстрировать Пашиняну свою силу и свое влияние. В этом контексте демонстративное освещение митинга в защиту армянской апостольской церкви многие рассматривают как негласную поддержку Москвы католикосу, особенно на фоне внутренних церковно-политических конфликтов в Армении. Формальная часть визита все же состоялась. Михаил Мишустин встретил Пашиняна в Доме правительства, где должно было пройти заседание Межправительственного совета ЕАЭС. Но политическая атмосфера вокруг приезда армянского премьера оказалась куда более насыщенной, чем официальная программа. Вынужденный маневр самолета, символические сигналы из Кремля и синхронный митинг у посольства сформировали контекст, который выходит за рамки обычного протокола. Таким образом, произошедшее стало не просто техническим инцидентом, а эпизодом, который многие рассматривают как показатель новой конфигурации отношений между Арменией и Россией. Конфигурации, где каждый жест, пауза и сигнал приобретают политический вес, а Москва демонстративно дает понять, что внимательно следит за внешнеполитическими шагами Еревана. А также в армянском медиасегменте активно обсуждают внутренние и внешнеполитические противоречия, происходящие параллельно с визитом Пашиняна в Москву. Комментаторы отмечают, что действия армянского премьера в переговорном процессе все больше выглядят непоследовательными. Приводится характерный пример. В течение месяцев Пашинян публично заявлял, что вопрос возвращения армянских беженцев из Нагорного Карабаха закрыт, не находится на повестке правительства и лишь мешает мирному процессу. Он озвучивал то же самое в ПАСЕ, подчеркивая, что Армения не должна поднимать эту тему и призывая внешних акторов также отказаться от обсуждений. Однако вскоре после этого Пашинян делает новую инициативу – предложить Азербайджану совместно принять дорожную карту по закрытию тем, связанных как с карабахскими армянами, так и с так называемыми западными азербайджанцами. Премьер заявил, исключение этих тем означает исключение любой конфликтной ситуации. В Армении не может быть западного Азербайджана. Но сразу возникает логичный вопрос. Почему Баку должен обсуждать такие вопросы, если Ереван, как отмечают критики, предварительно фактически сам отказался от всех прежних позиций? Параллельно Пашинян вновь заявил, что возвращение карабахских армян нереалистично, подчеркнув, если мы продолжим повестку возвращения, это означает возобновление карабахского движения. Но карабахское движение завершилось, и попытки его возобновить не полезны. В то же время он отметил, что Армения сталкивается с давлением Баку из-за терминологии «Западный Азербайджан», которую азербайджанская сторона активно продвигает в региональном дискурсе. На фоне этой сложной и противоречивой позиции Еревана Пашинян в ходе заседания Межпрофсовета ЕАЭС также приветствовал решение Баку открыть транзит грузов из Азербайджана в Армению.
Он заявил, что происходящие в регионе изменения создают новые возможности для углубления экономического сотрудничества. А шаг Ильхама Алиева назвал значимым достижением на пути к миру и стабильности на Южном Кавказе. Выступая перед коллегами, премьер подчеркнул важность формирования общих рынков энергоресурсов в ЕАЭС, а также выделил развитие электронной торговли и цифровой интеграции. Он заявил, что цифровая трансформация должна сопровождаться усиленными механизмами кибербезопасности, так как создание единой защищенной инфраструктуры укрепит доверие между членами Союза и обеспечит безопасное функционирование будущих общих систем. Таким образом, на фоне дипломатических сигналов из Москвы, демонстративного митинга у армянского посольства, видео Пашиняна на фоне здания бывшего КГБ и общего напряженного контекста визита, заявления Пашиняна о Карабахе, Западном Азербайджане и Азербайджане в целом вызвали в армянском обществе новый виток дискуссий. Многие отмечают, сочетание гибких уступок Баку, сближение с ЕС и напряжение с Москвой создает ситуацию, в которой каждый шаг Пашиняна становится двойным сигналом – и вовнутрь, и вовне. Постскриптум. Тот же канал, который считается приближенным к Дмитрию Пескову, сегодня утром опубликовал видео велопробега Пашиняна по Москве со следующим комментарием. «Сегодня без белых роз. Блогер из Армении проехал утром на велосипеде по центру Москвы. Комментарии оставляю вам. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные новости мира и нашего региона.